Привет, друзья! Вы на канале Каяба ТСА. Я переназвал этот канал на канал KG Guns. Сегодня у нас интересный обзор достаточно редкой вещи, которая стала предметом обсуждения на многих форумах. Это винтовка, появившаяся на гражданском рынке США в 2018 году. И вот через 4 года пришедшая к нам FN SCAR 20S. Встречайте! 4 года назад, в 2018 году, американское подразделение компании FN Herrenstahl, то есть FN America, Fabric National, для тех, кто не в курсе, объявило о том, что выводит на рынок, на гражданский рынок, данную винтовку SCAR 20S, которая является, скажем, потомком или носителем идеи гражданского карабина SCAR 17S, который в свою очередь является гражданской версией карабина SCAR МК-17 мод 0, если я не ошибаюсь. Поправьте, пожалуйста, в комментариях. Данная же винтовка является огражданенной вариацией винтовки МК-20С ССР, что означает Sniper Support Rifle, то есть снайперская винтовка поддержки. Что в ней такого снайперского, сегодня нам предстоит, конечно же, выяснить. Данная винтовка сконструирована в калибре 7,62 на 51, то есть 308 винчестер. Винтовка имеет 20-дюймовый ствол с хромированным покрытием канала ствола, как вы догадались, конечно, из названия винтовки. Кстати, ствол имеет тяжелый контур. Они бывают еще с 12-м твистом, но тем не менее на данном обзоре у нас именно такая винтовка. Из особенностей хочется добавить, потому что мы сегодня очень детально поговорим об этой винтовке, рассмотрим ее в деталях. Очень неплохой спуск. Здесь спуск свой, он называется Geissele Super SCAR и имеет усилие спуска от 1,5 кг до 2. 1,58, по-моему, 2,04 килограмма, если я не ошибаюсь. Поправьте, пожалуйста, в комментариях. В остальном же винтовка заслуживает отдельного разговора в деталях, к чему мы, собственно, сейчас и приступим. А после уже постреляем на точность. Однажды мы уже снимали видео о SCAR, правда, в 223 калибре, 5,56 на 45, если быть точным. И сегодня мы таки снова притащили этот карабин на полигон для сравнения его с Робинсоном, но это тема другого выпуска. Сейчас мы говорим о его, будем говорить, старшей модели, старшем брате. Но конструкция у них, по большому счету, осталась та же. Чем отличается данная конструкция? И вообще, я напомню, что такое SCAR и когда он появился. В середине нулевых, а если быть точным, в 2004 году прошел конкурс на замену штатных систем личного стрелкового оружия в американской армии, причиной которого послужили частые отказы и проблемы со штатными карабинами и винтовками на базе AR-15, AR-10. AR-15, давайте скажем так точно, AR-15. И тогда началось такое тотальное увлечение поршневыми системами, разными производителями. Кто-то это делал более успешно, кто-то менее успешно. Но тем не менее поршень прочно зашел в оружейную промышленность. Вслед за поршнем в оружейную промышленность очень крепко зашел следующий элемент. Многие винтовки, которые впоследствии копировали SCAR, SCAR же в этом вопросе был первопроходцем, строились по следующей схеме. Вокруг, точнее не вокруг, а внутри мощного алюминиевого профиля устанавливались основные узлы и механизмы, такие как направляющие затвора, сам затвор, непосредственно блок ствола. Все это делалось на винтах, как мы видим, все это сменное, очень легко разбирается. И данная конструкция обеспечивает повышенную жесткость по отношению к классическим AR-10, AR-15. Вот это и есть главная особенность. Да, в обзорах о Robinson Arms я уже об этом говорил, да и в SCAR об этом говорил, но при кажущейся технологичности данная вот компоновка на самом деле достаточно сложная штука, потому это и, учитывая тенденции и амбиции производителя, потому это сказывается на стоимости. Естественно, мы разберем данную систему и покажем вам более детально. Если мы говорим непосредственно о SCAR, как о предмете нашего обзора, что хочется отметить? Во-первых, обратите внимание на то, что здесь планка вивера находится, расположена по всей длине профиля. Раз. Но это как бы уже правило хорошего тона. И у большинства карабинов так и есть, потому что сюда ставится тепловизор, сюда ставится ночной прицел, огромный перечень оптических прицелов. Как мы вспомним изначально из названия, это винтовка, которая сделана в качестве винтовки поддержки для сил специальных операций. Кстати, данная винтовка используется силами специальных операций США. И, возможно, это тоже влияет на цену. Купи себе кусочек сил специальных операций США. Почему нет, если можешь позволить? Значит, что хочется отметить из того, что бросается в глаза. Полимерный ловер амбидекстерный, то есть он имеет
органы управления продублированы как с левой, так и с правой стороны. Блок приклада. Блок приклада — это то, что сразу же отличается и сразу бросается в глаза по отношению к стандартной МК-17, то есть Scar Heavy. И вот почему я говорю блок приклада, потому что он легко меняется, как я говорил ранее, он модульный и имеет две регулировки. Кстати, вот здесь тоже такой приятный момент. С любовью вырезанная планка вивера для того, чтобы можно было сюда установить третью ногу. Приклад регулируется в длину до 5 сантиметров. Кстати, общая длина винтовки от 103 до 108 сантиметров, а вес винтовки чуть-чуть больше 5 килограмм без прицела. Также есть регулировка щеки приклада. Достаточно быстро это все регулируется. Можно подобрать под разные оптическую ось, под разные прицельные приспособления. Кстати, по поводу высоты прицельных приспособлений. Они остались прежними, то есть они полностью соответствуют таковым от AR-15, потому моноблоки все, коллиматорные прицелы и все остальные насадки, а также ночные прицелы, тепловизионные прицелы, которые стоят на AR-15, AR-10, смело сюда устанавливаются без каких-либо доработок. Ручка HOG штатная, между прочим. Возможно, я хотел бы ее видеть в этой винтовке немножко больше, с нижней платформы, но тем не менее штатная ручка от фирмы HOG, это приятно. Боковые планки вивера съемные, то есть для того, чтобы немножко разгрузить фронтсет, можно это все поснимать. Тем не менее, сошек у нас сегодня нет, будем стрелять так, как это есть. Очень символично, да, советский станок для пристрелки и высокотехнологичный Scar. Пришло время снимать. Стреляем две группы. Первая из них будет боеприпасом. Две группы по 3 патрона. Первая из них будет боеприпасом пулеметным. Вторая группа будет боеприпасом от компании 3G. Вот. Пулеметный патрон CBS. Он имеет вес 147 грейн. Дистанция 100 метров. Кратность оптики 6. И сразу же вторая группа. Чуть-чуть ниже возьму. Первое ощущение от спуска. Спуск имеет очень короткий претревел, то есть ход до срыва. И такой достаточно мягкий, но прогнозируемый без какого-то чрезмерного усилия срыв. По группам комментарий сразу. Мне на шестикратах плохо видно попадание на 100 метрах, но тем не менее пулеметный патрон показал лучшую группу. Здесь достаточно сложная для точной стрельбы сетка, потому что здесь, как вы видите, простой крестик, который толщину линии имеет такую, что она сама закрывает пробоину на этом расстоянии. 3G показал один отрыв вверх и раскидал больше 2,5 минут. Но пулеметным боеприпасом, вот это CBS, который является таким себе патроном, казалось бы, группа выглядит гораздо лучше. Я думаю, что сейчас нам стоит подойти к мишени и это все показать более детально. А после постреляю немножко с нажимом. Собственно, как я говорил ранее, вот пулеметный боеприпас. А вот боеприпас от компании 3G. Так как патронов много не осталось, но пострелять в динамике очень хочется, собственно, этим мы сейчас будем и заниматься. Ну, у нас даже 2 патрона осталось. Собственно, наверное, пришло время делать какое-то резюме. Уже не просто как винтовки для условно высокоточки, но и как винтовки, которые пригодны для такой околодинамической стрельбы. Ну, господа, я думаю, что самое время подвести итоги нашей стрельбы. Если говорить о Скаре как об оружии
не привязываясь к ее стоимости, я скажу вам, что Скар действительно, на мой взгляд, а я пробовал очень много разного оружия, в том числе и Скаров, и Робинсонов, которые являются прямыми конкурентами, и много-много других разных систем в похожих калибрах, является, как сказал один американский блогер, таким себе альфа-самцом в мире тактических полуавтоматов, тем более с претензией на высокоточку. Вы же понимаете прекрасно, что используя там пули весом 168-175 грейн и выше, на 10-м твисте можно добиться гораздо более стабильных результатов, чем те, которые показали мы сегодня. Тем более мы просто развлекались и использовали не тот боеприпас. Теперь, сам Скар концептуально является полностью армейским образцом, который соответствует, что называется, духу времени. В нем выправлено огромное количество косяков, проблем, которые были у АР-10, ну, тот же СР-25, например, да, которые состоят на вооружении американской армии, состояли, в принципе, состоят дальше. Отдача он очень контролируем. Отдача этого карабина совершенно нетипична для 308 калибра. Я думаю, что много здесь заслуги в дульном тормозе-компенсаторе двухкамерном, который также имеет вертикальное отверстие для стравливания самых горячих газов. То есть он работает и как дульный тормоз, который компенсирует отдачу, и в том числе данные вертикальные прорези компенсируют подброс. Так вот, я ответственно могу заявить, что с учетом баланса карабина, он здесь смещен несколько, так скажем, ближе к центру, вот я сейчас нормально его удерживаю, данный ДТК очень эффективен. Да, обратите внимание, здесь есть газовый регулятор, которым можно настроить в нескольких позициях работу карабина под глушитель. Мы переходим на стол и покажем, чем же начинен данный карабин. И только после этого, я надеюсь, вы тогда сложите свое полное впечатление о данном изделии. И теперь посмотрим на разборку. Я разбираю этот карабин впервые, так видел в ютубе. Сначала вынимаем передний пин, после чего снимаем ловер. Вот он легко снялся. Давайте посмотрим сразу же на ОСМ и в чем причина его такого хорошего хода. Кстати, смазка здесь присутствует. Обратите внимание на пружину Хаммера, да? То есть это вам не AR-15. Здесь к тому же, скорее всего, есть какой-то, может быть, режим настройки, но я пока его не нашел, не разобрался. Предохранитель блокирует сам спусковой крючок непосредственно. И, как мы говорили ранее, ход pre-travel, срыв и over-travel. Over-travel здесь крайне короткий и непосредственно маркировки Гэсли Суперскар. Еще раз демонстрирую. Pre-travel и нажатие. Я скажу, что он близок к матчевым спускам. Теперь переходим к прикладу непосредственно. Он должен выниматься легким движением вниз. Ну, я не скажу, что легким, но вниз он пошел. Вот, вынялся. Приклад может быть заменен на аналогичный раскладной, пластиковый. И давайте посмотрим уже вот буфер отдачи с возвратной пружиной. Так, направляющая с возвратной пружиной и буфером. И непосредственно сам затвор. Я не уверен, что я хочу его разбирать. Давайте мы не будем сейчас его разбирать полностью, потому что не те условия. Я просто хочу показать особенности. Обратите внимание на личину. Очень похоже на AR-10. Правда, как мне кажется, зубы боевого упора несколько меньше. Ну и ответная часть, соответственно, упоров в самом стволе. Я не буду извлекать затвор полностью. Надеюсь, представление вы уже получили. Вот сама затворная рама. И скажите, что он конструктивно, в общем, концептуально не похож на автомат Калашникова, облаченный в мощный алюминиевый профиль. Сама личина очень хорошо видна. Такой массивный, такой исполинский зуб экстрактора. Сам пин, который держит сам боек. И все это достаточно просто выглядит. Да, здесь любезно нам написали букву H, типа heavy. Смотри, не перепутай. Ну, честно говоря, такой кусок стали перепутать с чем-то достаточно сложно. То есть резюме по обслуживанию, он очень просто обслуживается. Давайте его сейчас сложим. Так, как сложим? Сначала надо ручки вставить. Блин, чуть не забыл. Вставляем ручки. Одна. Вторая. Они могут быть они могут меняться на одну и другую сторону. Непосредственно сам буфер. Вставить его как-то по-другому практически невозможно, потому что пазы не позволяют. После устанавливаем приклад. С возвратной пружиной. И заднюю часть ловера. Хаммер надо взвести. Заднюю часть ловера в приклад. Опять же в ответные пазы. И
передняя часть на пин. Все, SCAR готов к эксплуатации. Честно говоря, перепутать что-либо здесь достаточно сложно. Газблок, опять же, как я говорил ранее, имеет регулировку, которая позволяет отстроить автоматику для работы в морозных условиях, для работы с глушителем или без глушителя. И в целом это действительно простое, надежное армейское оружие. А сейчас я вам скажу то, во что поверить достаточно сложно. В тире ствол в Одессе есть SCAR, который пробежал на текущий момент с мелкими ремонтами, вот вдумайтесь в цифру, 65 тысяч выстрелов в 223 калибре. Разумеется, была замена ствола. Разумеется, скорее всего, меняли личину. Я думаю, но насчет личины не уверен. Но тем не менее, основные узлы пробежали 65 тысяч выстрелов. Вот что такое армейское оружие. Покупая армейское оружие, вы, конечно, переплачиваете, покупаете целую требуху, целую кучу ненужных вещей, таких как жесткий спуск, который невозможно заменить, как уникальный приклад, как целая куча разных нюансов, с которыми следует считаться в эксплуатации такого изделия. Но вы покупаете надежность, потому что, к примеру, многие современные снайперские винтовки заявляют паспортную кучность 1 угловую минуту, как и этот, собственно, SCAR. Но эту 1 угловую минуту при использовании предусмотренного инструкцией по эксплуатации боеприпасам, они собирают практически на любой дальности, на которой может достать стрелок среднего и выше среднего уровня. И SCAR вполне себе устраивает, там, скажем, вписывается в эту концепцию и отвечает современным требованиям. Да, конечно, до СВД он не дотянул, ну куда тут, конечно, СВД, куда этому прицелу до ПСО, но тем не менее, как вариант, если вы можете себе позволить, почему нет? Я считаю, это крутое оружие. Хотел бы я себе 20-ку? Конечно, хотел, но я стреляю пистолет. Пока. Да, кстати, для самых внимательных, я хочу заметить, что у меня существует телеграм-канал Каджиганс, на котором мы обсуждаем много вещей, на котором мы говорим об оружии, о пистолетах, о карабинах, ружьях и не только. Шутим, смеемся, очень приличная публика, самый разный люд. Все специалисты, большой пласт информации доступны для понимания. Пока.